Eşref'in gözlerinin içine bakarak şarkılarını söylemek istiyorum. Bu senin için. Duvarın hem yiğidi gam öldürür derler. Eşref gelsin diye bekliyorsun değil mi? Merak etme, ben baktım gelmedi. Eşref abi kalabalığın arasından Nisan'a bakarken zaman bir anlığına durdu. Nedensiz bir karanlığa gömüldü. Adını koyamadığı bir sızı vardı. Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. События этого эпизода станут не просто подведением итогов, а началом самого крутого поворотного момента, предначертанного судьбой. Момент, когда Эшреф и Кадир одновременно столкнутся со смертью, перерастет в битву, которая распутает все узлы прошлого и будущего. Оказавшись в руках безумцев, два старых друга станут одновременно врагами и вынужденными союзниками. Эшреф заметит тревожный гнев во взгляде Кадира и подумает: на этот раз мы либо выживем вместе, либо будем похоронены вместе. Когда стволы пистолетов будут направлены им в лицо, раздастся эхом приказ Эшрефа: одни сироты, и гробовая тишина внезапно сменится взрывом. Этот жест будет символизировать не только выживание, но и сохранение наследия Якупа Бабы. Несмотря на то, что Эшреф сражается бок о бок с Кадиром, в глубине души он все равно будет испытывать недоверие. Следы предательства будут мелькать в глазах Кадира, но в этот момент Эшреф подумает о Нисане. Возможность никогда больше не увидеть Нисана заставит его пальцы еще крепче сжать курок. Ловушка, поставленная его мышлением, будет разрушена, но буря, последующая за этой победой, разбросает всех. Стоя среди крови и пороха, Эшреф осознает, что снова будет сражаться не для того, чтобы сбежать, а чтобы остаться чистым. Тем временем, молчаливое напряжение в доме Динчера перерастет в самый большой шок эпизода. Старая фотография, которую Нисан держит в руке, окажется свидетельством правды, скрываемой годами. Лицо на фотографии будет хранить настолько глубокую тайну, что перевернет жизнь Нисана с ног на голову. Динчер попытается манипулировать Нисаном, чтобы эта тайна не раскрылась. Хотя он говорит: тот человек, которого ты видишь, не тот, за кого ты его принимаешь, страх в его глазах лишь усилит подозрение Нисан. Нисан поймет, что эта фотография не просто воспоминание, это ключ к ее личности. Молчаливый бунт, растущий в ней в этот момент, полностью вырвет ее из-под контроля Динчера. Теперь Эйприл будет искать правду. Она начнет понимать, почему Динчер был так близок ей до сих пор, почему он постоянно пытался держать ее подальше от Эшрефа. Когда она осознает, что находится в центре планов Динчера, она подумает про себя: значит, я была всего лишь пешкой. Это осознание ознаменует начало преображения Нисан. Она больше не будет женщиной, влюбленной только в Эшрефа, а женщиной, решившей раскрыть свое прошлое. На фронте Эшрефа начнется новая война. Похищение Хыдыр-бабы разожжет новый огонь в сердце Эшрефа. Эшреф будет танцевать со смертью, пытаясь искупить грязные делишки Кадира и спасти Хыдыр-бабу. Она будет думать: тот, кто выживет в конце этой войны, останется незавершенным. Путь Эшрефа будет наполнен кровью и чувством вины на каждом шагу, но он никогда не повернет назад. Потому что на этот раз ему предстоит сражаться не только с врагами, но и против собственной судьбы. Исчезновение Чигдем еще больше дестабилизирует Эшрефа. Зная, что у женщины хранятся важные документы о прошлом, Динчер запустит своих людей, чтобы заставить ее замолчать. Когда Эшреф проследит за исчезновением Чигдем, он поймет, что за кулисами стоит Динчер. Это осознание разоблачит Динчера в глазах Эшрефа. Теперь врагом станет не только Кадир, но и Динчер. Враг, который кажется другом, опаснее врага, шепчет он про себя. Тем временем Нисан не может сдержать внутреннюю борьбу, которую она переживает за светом софитов. Даже среди толпы она будет чувствовать отсутствие Эшрефа. Его голос будет звучать в каждом ее шаге, в каждом слове. «Чем больше я убегаю от него, тем больше он находит меня», — подумает она. Хотя Джерин пытается утешить ее, сердце Нисан будет разбито молчанием Эшрефа. Чем дольше Эшреф не ищет ее, тем сильнее она будет скучать по нему.
И, наконец, несмотря на все свои страхи, она снова окажется на его пути, сказав: «Я не могу дышать без Эшрефа». Эшреф будет стоять на грани войны и любви. С одной стороны, люди, которых он должен спасти, а с другой – сердце, которое он жаждет защитить. Он постарается держаться подальше от Нисан, чтобы не увлечь ее во тьму, но с каждым шагом привязывается к ней все сильнее. «Защищая ее, я теряю ее», – подумает он. Любовь Нисан сожмет совесть Эшрефа в самом уязвимом месте. Теперь единственной целью Эшрефа станет не жить, а помогать жить другим. Когда тайна, которую скрывает Динчер, раскроется, все перевернется с ног на голову. Лицо на фотографии может раскрыть личность отца Нисан. Раскрытие этой правды потрясет не только прошлое Нисан, но и прошлое Эшрефа. Ведь одно и то же имя будет стоять за самой большой болью в жизни Эшрефа. Эта связь определит, какой путь выберет Эшреф в любви и мести. В конце серии все вспыхнет с новой силой. Финальная сцена, где сумасшедшие мужчины загоняют Эшрефа и Кадира в угол, ознаменует начало новой эры. Фраза «сироты едины» не просто лозунг, она становится клятвой Эшрефа. Эта клятва защитит наследие Нисана и Якупа Бабы. Однако эта клятва полностью изменит судьбу Эшрефа. Потому что на этот раз, когда война закончится, ни Нисан не будет прежним, ни Эшреф не выживет. В следующей серии начнется новая история, переплетенная кровью, любовью и тайнами. Эшреф не сможет сказать «да» Нисану, не рассеяв тьму прошлого, а Нисан не сможет отпустить руку Эшрефа, не познав бремени прошлого. Все снова сойдется, любовь, смерть и судьба переплетутся. И на этот раз никто не останется прежним. Мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.